1920 году было сделано знаменитое фото, на котором 8-летний Самуэль Ришевский играл в шахматы одновременно с несколькими опытными и взрослыми мастерами игры. На этом снимке можно увидеть, как все сыгранные партии для мальчика завершились победой, за исключением одной, которая закончилась ничьей. Удивление на лицах мужчин, сбитых с толку, и уверенная поза самого Самуэля, источающего спокойствие и веру в свои силы, создают уникальную атмосферу момента. Как же маленький мальчик в шортиках и матроске смог обыграть такое количество мастеров всего лишь за час? Об истории этого знаменитого фото и его главном герое вы можете узнать больше в нашем материале. Самуэль Герман. Ришевский появился на свет 26 марта 1911 года в небольшом польском городке Озарков, который в те годы находился в составе Российской империи. В еврейской семье на свет родилось 6 детей, и Самуэль был вторым по старшинству. Увлечение шахматами обхватило его семью, но именно его исключительный талант выделялся среди братьев и сестер. К слову, гроссмейстер всю свою жизнь оставался истинным иудеем, что проявлялось даже в его подходе к игре. Например, если турнир проходил в субботу, юный шахматист не принимал в нем участия, посвящая этот день своим духовным обязанностям. В своем 4-летнем возрасте Самуэль получил шахматы в подарок от своего отца. Его папа, увлеченный идеей привить сыну любовь к игре, сразу же рассказал ему правила. И уже через пару недель 4-летний ребенок неожиданно для всех выиграл у близкого друга своих родителей. Это произошло в тот момент, когда Самуэль, наблюдая за игрой отца с другом, заметил, что его отец стал проигрывать. Он не стал терять времени, уселся за доску вместо него и быстро одержал победу, чем несказанно удивил взрослых. Этот случай лишь подтвердил его репутацию вундеркинда. Научившись виртуозной игре в шахматы всего за 4 года и 3 месяца, мальчик вскоре завоевал признание общества как несомненный талант. Уже в 8 лет он с легкостью выигрывал партии у именитых игроков, а также давал сеансы одновременной игры, противостоя более опытным соперникам и крайне редко проигрывая. В 1918 году, когда его семья переехала в австрийскую столицу, Самуэль вновь поразил всю городскую элиту своим невероятным мастерством. На его выступлениях собирались огромные толпы зрителей, жаждущих увидеть, как маленький гений играет одновременно с несколькими более старшими и опытными оппонентами. Неудивительно, что вскоре у мальчика появился личный менеджер, который организовал ему тур по крупнейшим европейским городам, распространяющим весть о его выдающемся таланте. Как только Самуэль появлялся в любом городе, происходил настоящий ажиотаж. Каждое выступление вызывало неподдельный интерес, ведь зрители хотели стать свидетелями того, как ребенок справляется с высококвалифицированными противниками. Маленький шахматист практически каждый раз одерживал верх, демонстрируя свои впечатляющие способности. Эта сенсационная слава привлекла внимание прессы, и газеты начали активно освещать успехи молодого дарования, что, в свою очередь, сделало Самуэля Ришевского международно известным и смеющимся игроком.
В 1920 году семья Ришевских переехала в Соединенные Штаты, где начался расцвет карьеры юного шахматного гения. В новой стране мальчик продолжал выигрывать партии у опытных соперников, что привлекло внимание военной академии Вест-Пойнт, особенно математиков, которые увидели в нем талантливого стратегического мыслителя. Престижная академия довольно громко обсуждала прибытие мальчика, и сам факт его участия в турнирах вызвал множество споров и ажиотажа. Ришевский сразу же сыграл с 20 математиками и высококлассными шахматистами, включая даже декана академии. 20 партий были сыграны на раз. 19 из них Самуэль выиграл, а одну завершил ничьей. На фотографии, сделанной в 1920 году, прекрасно видно недоумение на лицах математиков, проигравших мальчишке в шахматы. Сам же Ришевский на фото своей позой и непоколебимостью излучает спокойствие и уверенность в своих силах. Это выступление принесло ему невероятную популярность, и на этом моменте его популярность в Штатах только нарастала. В последующие месяцы после этого события юный гений отправился в тур по всей Америке. За это время он провел около 1500 матчей с шахматистами, представляющими разные уровни мастерства. Причем Самуэль играл одновременно с 75 противниками за раз, что является не только физически, но и эмоционально требовательным занятием. Примечательно, что среди этого захватывающего действия мальчик проиграл лишь 8 партий. Для 8-летнего ребенка такой ритм жизни оказался крайне тяжелым, поскольку почти каждый день, кроме субботы, он играл с 20 и более противниками. Усталость накапливалась, и иногда он принимал решение проигрывать, чтобы поскорее закончить матч и вернуться домой, где мог бы отдохнуть. Родители, замечая это, все же пытались использовать талант своего сына, чтобы заработать на его успехах. Вместе с тем, все происходящее не могло остаться без внимания со стороны социальных служб, которые решили вызвать родителей в детский суд по делу о неподобающем опекунстве. Проблема заключалась не только в количестве турниров, но и в том, что большинство турниров проходили поздно вечером, часто в развлекательных заведениях. Социальные службы не могли закрыть на это глаза, а самым ужасным казусом было то, что Самуэль не посещал школу, так как его график был полностью занят шахматами. Интересно, что именно Самуэль научил игре в шахматы известного актера Чарли Чаплина. Это происходило в тот момент, когда великий комик решил взять уроки у мальчика после того, как был впечатлен его игрой. В своих дневниках Чаплин писал о том, что заметил, как Самуэль нервничал, играя со взрослыми мастерами. Его лицо все время меняло цвет. Оно то багровело от волнения, то бледнело от напряжения. Чаплин выражал сожаление о том, что мальчик платит своим здоровьем и детством за свою популярность и успех. После долгого судебного разбирательства родители были вынуждены остановить активное использование таланта своего сына, и он отправился учиться. С 1924 по 1924 год Самуэль не выступал на турнирах, а сосредоточился на получении образования. Он окончил университет, получив степень в области бухгалтерии,
а затем устроился работать бухгалтером, чтобы обеспечить себя и свою семью. Вернувшись в игры, он снова стал одним из лучших шахматистов США на протяжении нескольких следующих десятилетий, одерживая победы над многими известными чемпионами. В 1900 году прошла захватывающая серия игр, в которой должны были определить, кто же является самым ловким шахматистом страны. Самуэль Ришевский и Бобби Фишер стали центром внимания во время поединка. Разница в возрасте между соперниками была заметной и придавала турниру дополнительный интерес. На тот момент Ришевскому было 50 лет, а Фишеру всего 18. Ажиотаж был оглушительным. Все хотели увидеть, кто же одержит победу в поединке двух вундеркидов различных эпох. Конечно, много было известно о силе и мастерстве Ришевского, однако Бобби также продемонстрировал свои лучшие качества на национальном чемпионате и явился достойным противником. Самуэль был уверен в своих силах и заявлял, что Фишер ему не соперник и что он не собирается проигрывать. Соперники сыграли 11 партий, но после этого события произошло то, чего никто не ожидал. Спонсор игры, Жаклин Пятигорская, попросила немного перенести начало следующей партии на несколько часов раньше, так как должна была успеть на концерт своего мужа, знаменитого музыканта Григория Пятигорского. Фишер, однако, заявил, что придет в ранее оговоренное время — час дня. Не желая никого слушать, Жаклин объявила старт в 11 утра. Но Фишер, как и предупреждал, не пришел на поединок, за что ему присудили техническое поражение, и победа досталась Ришевскому. После этого решительный Фишер подал в суд на своего соперника, обвинив его в продолжении игр с другими участниками в турнирах и в том, что он не довел до конца игру с ним. Но суд не удовлетворил его иск, и этот инцидент привлек внимание медиа к противостоянию. Несмотря на множество чемпионов, которых обыгрывал Самуэль, ему так и не удалось заполучить заветный титул чемпиона мира. Возможно, это было связано с тем, что он пропустил соревнования на целых 7 лет, пока завершал свое среднее образование. Еврейский американский шахматист в 30-50-х годах постоянно входил в группу претендентов на звание мирового чемпиона, но так и не удостоился этого титула. Вместо этого он 8 раз становился чемпионом США. Последний раз Самуэль взял первенство в 1972 году, будучи в возрасте 61 года. В любом случае, Самуэль Ришевский навсегда вошел в историю игры. Он был не просто реакционным шахматистом. Его талант и стиль игры сделали его одним из величайших гроссмейстеров своего времени. Ришевский приковывал внимание своими стратегическими и тактическими маневрами, что позволяло ему заниматься различными подходами к игре. Он был великолепен как в позиционной игре, так и в ответных действиях, когда это было необходимо. Зачастую шахматист использовал много времени на дебюте, что становилось опасной тактикой, так как впоследствии ему приходилось быстро принимать решения в оставшейся части партии. Иногда это, конечно, сбивало с толку его соперников, но бывали случаи, когда от этого страдала и сам Самуэль. Он сам не отрицает, что, несмотря на его большой талант,
Недостаток изучения дебюта и цейтнот мешали ему стать чемпионом мира. В последние годы своей жизни Ришевский устал от всеобщего внимания и предпочитал проводить время дома с любимой супругой. В шахматы он тоже играл уже лишь в родных стенах, вдали от внимания публики. В 1992 году, в возрасте 80 лет, гроссмейстер скончался, оставив после себя богатое наследие как одного из наиболее талантливых шахматистов своего времени, чье имя всегда будет ассоциироваться с шахматами и их величием.